Как же я давно хотел сделать видео об этом. Нераскрытые темы магической битвы, и я сейчас говорю не о каких-то душных вопросах, а о темах, которые тебя реально очень сильно интересуют, лежат сверху, а ответа на них нет. В этом видео нераскрытые темы магической битвы, можешь заранее писать лайк и сжать комментарий, ну и приятного просмотра. Начнем с Сукуны. Один из главных персонажей магички, позиционирует себя как главный антагонист, король проклятий. Любимый персонаж автора, кстати. Наверное, самый популярный персонаж после Годжо и самый нераскрытый персонаж. О прошлом Сукуны известно меньше, чем о прошлом какого-то Дзюнпэя. О Сукуне на самом деле известно мало, персонаж слабо раскрытый, и под слабо раскрытым я имею в виду не силу. А то ща понаписывают, вот мы не знаем полную силу Сукуны, нет. Его силу и способности мы знаем полностью. Их показали полностью. Я имею в виду его прошлое, как он рос, как так вышло, что он стал злом, много ли ему пришлось уделить усилий для того, чтобы стать таким. А то известно только то, что мать была бедной, сам был презираемым ребенком, поглотил брата-близнеца и все. Кстати, тоже интересный момент, если его родители были обычными людьми, то как Сукуна без крутой родословной родился имбой? Неясно. Сильнейший маг из эпохи Хэйан. Про эпоху Хэйан, кстати, тоже известно немного. Пожалуй, одна из самых интересных и нераскрытых частей лора. Мы знаем, что была золотая пора магии, много магов, много проклятий, и в этой эпохе жили предки нынешних великих кланов. Тогда это начиналось с основных семей. И Сукуна с ними заодно, который одним своим именем кошмарил их всех, ибо перебил всех крутых магов того времени. Также от Кашима мы узнаем, что у него было две палки, то есть оружки, Камутоки и Хитен. Камутоки бьет молниями, Хитен непонятно что делает, остается только догадываться. Кстати, также неизвестно, что с ними стало, до современного времени они походу не дошли. Варианты, либо их уничтожили на тот момент. Если Сукуне они были важны, то почему он не придумал, как их сохранить? Тело ведь придумал, как сохранить. Походу Сукуна за них особо не парился. Ах, ну и после финала нам показали то, как Сукуна нашел Ураума и приютил в качестве повара. Он заключил пакт с Кендзяку и разделил себя на пальцы. Зачем? Да, это особо не раскрыли. Ну, сказали, в общем, маги хотели научиться превращаться в проклятый предмет после смерти. Мы можем догадаться, зачем это было Сукуне, но напрямую в манге, а тем более в аниме, этого нету. Вероятнее всего, причина та же, что и у других магов, заключивших сделку с Кендзяку. Просто очнуться в новом мире, перенести себя на 1000 лет вперед, иметь способность перемещаться между эпохами, по сути продлевая свое существование в поисках достойных противников. Тем более Сукуна побаивался смерти. Было бы классно, покажи Геге в манге вот кусочек из Хэйан, где Кендзяку договаривается с Сукуной. Это бы лучше раскрыло Сукуну и вот эту всю тему с пальцами. К Сукуне вернусь чуть позже. Теперь одна из очень интересных и нераскрытых тем. Где же могила Годжо Сатору? Что случилось с его телом? Не пофиг ли? Да не пофиг. Если он мертв, то нельзя ли показать вместо могилы Цумики могилу Годжо? Кстати, тут же Сёка упоминает то, как Годжо не дала заняться телом Гетто. Говорится так, будто бы он пропал вообще куда-то непонятно куда. Его тело было сшито, зарегенерировано, куда его дели? Тут за него все переживают. О нет, сенсей, как же так? А потом что? Пофиг? Последний кадр с телом Сатору вот тут. Юто упал, отключился, что было дальше, неясно. С Ютой понятно, Юту вернули в его тело, а где тела Сатору Годжо, вот это неясно. Интересно было бы, если его тело где-то сохранили. Кендзяку. Маг, живущий 1000 лет, благодаря способности переноса сознания. Ну, мозги из одного тела перетаскивают в другое. У вас не возникало вопроса, как он это делает? Сам, без посторонней помощи? Как он перелез в тело Гетто, например? Например, Юти переносила мозги Сёко, которая врач. А Кендзяку типа что, сам? С ним никогда не было никого, кто мог бы помочь провести такую процедуру. А тем более того, кто мог бы это делать на протяжении 1000 лет. Как Кендзяку самостоятельно меняет тела, остается нераскрытой загадкой. Такой же, как и его цели. Тип 1000 лет заключал пакты с магами, помог Сукуне возродиться в новом времени, делал эксперименты с проклятыми духами и людьми, творил всякую дичь, породил Итадори, с чего офигел даже Сукуна, и запечатал Сатору Годжо, чтобы ему не мешали в осуществлении его планов. Только, блин, что у тебя за планы? Запустил смертельную миграцию, слияние людей с Тенген, просто потому, что его это забавляет. Это слияние было одним из самых ожидаемых моментов. Типа вот, финальный босс после Сукуны, победа над ним и вот все. Но этого не случилось. Ну и ладно. Как мир отреагировал на магию?
Магия в ЖЖК была под замком от внешнего мира, что-то вроде привидения, паранормальщина, которую держали под замком, типы ставили завесы, делали все так, чтобы у людей не было никаких подозрений, люди спокойны, проклятий меньше, логика простая. А тут метеорит в центр города, 140 метров пустоши, ушатанный город, 4 километра разрушенных зданий от фиолетового, еще один кратер, пару месяцев в Токио колупали как хотели, и кто в этом виновен? Неужели правительство такое, окей, пофиг. Так еще и о магии официально заявили. В магической битве модуль показали последствия от всего этого. Сказали, что привидения появляются только в Токио, тем самым согнали всех духов туда. Было бы интересно увидеть реакцию обычных людей в Японии, за границей на вот эту всю тему, типа какие-то политические действия от разных стран, мол, вот, в Японии магия, что же делать, Япония опасна. Окей, ладно. В Магичке есть 3 главных крутых клана: Дзенин, Годжо и Камо. И из них нам раскрыли, хотя скорее разбили больше всего Дзенин, в котором показали больше всего представителей клана, показали силу клана. Но, например, о клане Годжо инфы в манге нету прям вообще. Клан Годжо можно считать за самый нераскрытый и загадочный. Знаем, что дофига важный клан. Сказали, что Сатору глава клана. В принципе, главой становится тот, кто унаследует круче всех обилки, а кто-то там в отсутствие главы решение принимает и сидит в тени. Все. Хотя такому персонажу, как Сатору, было бы неплохо уделить парочку страниц о его жизни в клане Годжо. Не то чтобы это было необходимо, но вот недавно ГГ делился историей Сатору, в которой показывал то, как он проходил процедуру выхода из-под крыла клана, как пошел в магический техникум, как познакомился с Гетто. Еще в ответах на вопросы о Годжо автор сказал, что у него, оказывается, есть родители. Но блин, почему, чтобы это узнать, нужно куда-то лезть, что-то искать, попутно натыкаться на дезинформацию. Например, в Вики по магической битве вообще написано, что Годжо является единственным живым представителем клана. Очень интересно, как к этому пришли. А что насчет деда Юдзи и его слов? Знал ли дед Юдзи что-то о Кандзяку? Ведь о чем-то он предупреждал отца Итадори, но, увы, больше упоминаний об этом не было. Может, он знал о родстве с Сукуной, может быть, он знал, что есть проклятые духи. Ведь что-то важное он хотел рассказать. А дед-то вот наверняка что-то знал, предупреждал, ведь еще ты умрешь, бросай этого Киндзяку, на тот момент не прям Киндзяку. Что скрывала Тенген? Это вообще загадочная персона, и как только начинает идти речь о чем-то интересном, она обрывается. Тенген держит барьеры, которые фильтруют проклятую энергию в Японии, живет себе в подвале техникума, вот этом. Знает, где древнее тело Сукуны, походу держит как сувенир и что-то скрывает. А что скрывает, а фиг его знает. Сейчас ходит теория о том, что Тенген это вообще пришелец. Она прилетела откуда-то из космоса, как сейчас инопланетяне. Но так это или нет, не ясно. Нераскрытый момент, нераскрытый персонаж. Почему ангел называют Сукуну падшим? В манге появился персонаж Ангел из эпохи Хэйан, которая ищет падшего. И тут же Сукуна вызывает Юдзи к себе на дискуссию, сказав, что падший это он. Сукуна падший. Куда он пал? Об этом в манге нету ничего от слова совсем. И многим этот момент стал очень интересным, мне в том числе, и тут не все так просто. На этот вопрос можно попробовать найти ответ. Есть переводчик магической битвы «Оккультный клуб». И вот они в заметках упомянули этот момент и пояснили это так. Тут дело в переводе. С японского эти иероглифы означают падать или опускаться до чего-то. А Сукуна в мировоззрении ангела опустился до чего-то, поэтому получается падший. На эту тему можно было бы настроить теории, но ответ такой. Сукуна в глазах ангела просто опустился, скатился. Опустился до чего? Вопрос хороший. У ангела свое понятие мировоззрения на бога, и в ее понимании Сукуна мог быть каким-то грешником или кем-то плохим. Вот упал, он скатился, этот Сукуна в ее глазах. Еще момент. Пальцы Сукуны. Помните, перед битвой с Годжо он схомячил 3 штучки. Так вот, в битве против Юдзи ему стало плохо от Юдзи, аллергия на Итадори, сами понимаете, вытошнило из него вот эти вот 3 пальчика. Получается, они не переварились, не переработались. И после битвы, после смерти Сукуны, в остатках Сукуны были найдены остатки Тенгена, которые он ранее схомячил. И получается,
Где пальцы, которые вроде как еще не должны были перевариться, но в остатках Сукуны их не обнаружили. Переварились за столь короткое время или где-то валяются, неясно. Ясно только то, что души Сукуны в них больше нет. Кстати, у меня есть телеграм-канал, если интересно, залетай, там весело, ссылка в описании. Пиши лайк, ставь комментарий, если тебе понравилось видео, залетай на Бусти, ссылочка тоже снизу в описании. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр, пока.